Всем здравствуйте! Рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня у нас такой будет расклад. Распаковка вашей внутренней силы, вашего скрытого ресурса. Что поможет, что поспособствует и на что будет дана энергия. Это для чему послужит, да, ваш скрытый какой-то ваш талант, ваш ресурс. Может быть, то, о чем вы даже не подозревали. Первый вариант, второй вариант и третий. Так, выбирать можно один вариант, можно смотреть несколько, кому как больше нравится. Ой. Выбирайте, пожалуйста, свой вариант, если кто-то хочет выбрать какой-то один. Так, интересно. Так, я начну с первого варианта. Первая позиция. Что поможет вам раскрыть ваш скрытый потенциал, внутренний ресурс. Для чего он послужит. Для чего он послужит. И что раскрывать его. Смотрите, это какая-то в любом случае творческая энергия. Энергия для творчества, для вашего. Для того, чтобы вы что-то делали, для того, чтобы как-то раскрывали свою душу. Вы знаете, здесь вы можете через какое-то свое творчество помогать как будто бы другим людям выбираться из каких-то сложных ситуаций, побеждать какие-то проблемы. Да, здесь, смотрите, идет здесь речь о каком-то вашем, творческом, может быть, проекте, может быть, каких-то творческих ваших я не знаю, то, что вы как будто, вы знаете, создаете с душой, не прикладывая вот каких-то таких вот сверх каких-то усилий, сверхспособностей, то, что идет вот искренне, из души, из глубины вашего сердца, но это как-то связано именно вот с творчеством. Это может быть либо какие-то картины, либо это музыка, либо это что-то необычное, что вы делаете сами, да, своими руками. И вот это очень важно. Через это раскрывается, вы как будто, ваша душа как будто бы через это раскрывается, да, вот. И этот момент, он помогает другим людям еще. Так, через что это распаковывается сейчас? Так.
очень, вы знаете, очень здесь говорится о том, что как будто бы вашему вы могли это творческое свои порывы творческие, то, что вы хотите делать что-то, да, создавать что-то, что-то создавать сами, что-то делать сами. Вы это сдерживали, вы это очень долгое время. У вас как будто бы находились другие дела, другие заботы. Вы не уделяли должному внимание этому аспекту своей личности, и получается, как будто бы ваша душа плакала от этого. Ну, вот так вот здесь вышло, что вам здесь вас просят уделить внимание вашему творческому какому-то аспекту, какому-то вашему, может быть, хобби, что вы любите делать, чем вы любите заниматься, к чему у вас есть какие-то способности, увлечения, да, это очень важно для вашей души. И через это и раскрывается ваш внутренний потенциал. Такое ощущение, что здесь, благодаря тому какому-то вашему, может быть, вам кажется, что это что-то незначительное, абсолютно незначительное, не имеющее никакой важности, но это очень нужно для вашей души, и это, знаете, как будто бы вам еще и какую-то стабильность в жизни дает, опору какую-то вам дает. Казалось бы, какая-то вот вещь, может быть, кто-то любит вышивать, я не знаю, может быть, даже вы это будете делать просто для себя, что-то, какое-то творчество, может быть, я не знаю, кто-то любит петь в караоке, но у вас как будто бы вы всегда заняты, вы как будто бы погружены в какие-то заботы, проблемы, общение, суету какую-то повседневную, и вы не даете выходу вот своей вот этой творческой энергии. Но она очень важна, потому что как будто бы ваша душа, вот это такое вот окошко, да, такое вот, когда она достучаться до вас может через вот это вот занятие ваше. Через это происходит очень важная трансформация, через ваше творчество. Чем вы любите действительно заниматься. И все-таки здесь больше идет момент на создание каких-то вещей, создание чего-то. То есть это не просто вот как будто бы что-то играете, может быть, музыку, либо вот, я не знаю, что-то делаете, но как будто вы что-то умеете создавать. Создавать сами. Что-то красивое, что-то необычное вы создаете, вы получаете от этого удовольствие. И это очень важно. Это очень важно для вашей души. Через это какая-то важная трансформация запускается для вас, для вашей личности. И получается еще то, что вы как будто бы стабильнее себя чувствуете, лучше себя чувствуете, увереннее себя чувствуете. Может быть, кто-то даже начнет зарабатывать на вот каком-то на вашем творчестве. Но говорится о том, что из-за забот, из-за того, что вы постоянно заняты в каких-то хлопотах, вы просто не уделяете этому время, что когда-то давно, возможно, да, вы действительно занимались этим, но сейчас у вас постоянно много дел, каких-то важных задач, которые вы должны решать. И вот эта вот ваша творческая часть, она покинута, она давно уже, вы к ней не обращались, но она, знаете, как будто бы какое-то вдохновение, новые силы, новые энергии вы оттуда можете черпать. И из-за того, что вы в ту сторону не смотрите, из-за того, что в ту сторону вы не поворачиваетесь, да, ваша душа от этого страдает, потому что это проявление, оно очень важно, даже каким бы оно незначительным для вас не казалось. Почему-то это вот это ваше какое-то увлечение, что-то, что вы создаете сами, оно очень сильно способствует вашему продвижению вперед, продвижению к вашим целям каким-то важным для вас, помогает вам в работе в вашей именно творческой какой-то вот аспект. И когда вы закрываетесь от этого, да, когда вы заняты какими-то другими более важными делами, да, вы, получается, теряете в энергии, теряете в ресурсах, теряете, вы знаете, какая-то апатия может приходить, усталость, уныние из-за того, что вы не даете своей душе как-то выйти, да, вот
на первый план. Вам нужно действительно позволить своей душе творить вот через вот это вот ваше увлечение какое-то. Это очень важно. Как бы вам ни казалось это чем-то неважным, да, вот если кто-то, допустим, вышивать любит, и вы получаете искреннее удовольствие от этого. Уделяйте этому время, и через это у вас раскроется новая энергия, да, новый потенциал, как вот этот вот скрытый в вас. Он распаковывается через занятия вот такими, казалось бы, для кого-то неважными вещами в повседневной жизни, да, потому что у вас могут быть заботы, какие-то проблемы, задачи, которые вам нужно решать. Но находите время для вот для этого занятия, потому что оно важно, оно распаковывает в вас энергию, вам дарит силы, дарит энергии, и эта энергия идет туда на реализацию ваших целей, важных для вас целей. Вот наконец-то я это все зацепила, раскрыла, но немножко позже, да, потому что здесь у меня шло такая путаница. Но вначале, смотрите, я сказала о том, что вы можете каким-то творчеством помогать другим, выходить, повышать вибрации, так скажем, да, других людей. Это так. Ваша, если вы что-то делаете своими руками, это могут быть какие-то картины, это может быть, я не знаю, та же самая вышивка, лепите что-то, амулеты какие-то создаете. Это повышает вибрации других людей. Возможно, вы можете действительно что-то, казалось бы, там незначительное сделать, но человек, который видит это, то, что вы создали, у него на душе становится теплее, ему становится радостней, прекраснее, потому что вы делаете это с душой. Ваша душа, там есть частичка вашей души в вашем вот этом творческом процессе, в том, что вы создали. Есть частичка вашей души, и это очень важно, потому что это как-то возвышает других людей, которые с этим взаимодействуют, с вашим искусством, да, каким-то. Поэтому вот здесь нужно уделять этому внимание, обязательно время уделять этому, и у вас, вы даже не заметите, насколько больше у вас энергии, откуда она появляется. Вроде вы пришли без сил, так скажем, с работы, да, пришли с работы, был сложный день, но вы сели, занялись каким-то вот таким вот любимым своим делом, и у вас как будто бы второе дыхание открылось. Вот здесь вот об этом первая позиция. Благодарю вас за просмотр. И как будто, вы знаете, не обесценивайте, вот даже если это что-то такое незначительное, может быть, кто-то, я не знаю, может быть, кто-то какие-нибудь мандалы рисует, раскрашивает что-то, я не знаю, все что угодно, это может быть, все что угодно. Собирайте какие-нибудь мозаики, пазлы собирайте, в конце концов. Может быть, вам кажется, что это незначительная вещь, но для вашей души это действительно очень важно, потому что вот выход идет и зарядка вас, подзарядка вас новой энергией, да, новыми какими-то силами. Так, вторая позиция. Так, ваш скрытый ресурс, ваш скрытый потенциал, что поможет распаковать может распаковать. Скрытый потенциал. Сейчас. Так, смотрите, здесь идет момент, который говорит нам о каком-то вашем возрождении и освобождении от прошлых старых сценариев. От каких-то старых сценариев. Вы обнулили, я не знаю, может быть, не хочется говорить не карму как-то обнулили, может быть, кто-то действительно что-то кармическое закрыл, очень важное закрыл, обнулился, освободился
То есть, возможно, вот это сейчас нам расскажут, да, что поможет вам раскрыть ваш внутренний какой-то потенциал, да, внутренний ресурс. Может быть, этот внутренний ресурс, он будет дан на то, чтобы вы обнулили какую-то тяжелую карму. Я не знаю, почему мне идет это слово, то есть это не программа, это вот именно что-то кармическое, это что-то, скорее всего, рядовой сценарий, обнуление родового сценария тяжелого, сложного, в котором были закольцованы не только вы, но и поколение до вас, то есть в вашем роду. Вы освобождаетесь сейчас, благодаря вот распаковке этого ресурса вашего, вы освобождаетесь, то есть на будущее. В будущем вы пойдете налегке, без этой установки, без этого сценария. Вы полностью закроете этот момент сейчас, освободитесь сами и освободите свои будущее, так скажем, будущее вашего рода, да, от этой программы. Да, вы полностью возродите здесь что-то, через что это будет открываться. Смотри, это через интуицию. У вас идет через интуитивные ваши какие-то моменты, способности, развитие интуиции также, да, то есть упор на это. И опять идет через чувства. У нас уже, я не знаю, вообще какое-то вот лето, последние расклады, у нас очень много есть такого момента, все много завязано на отношениях, на чувствах, да, вот здесь раскрывается, опять же, через какие-то чувства, через любовь, через какую-то чистую, светлую любовь, понимаете, обновление какой-то прежней кармы идет. Причем это не только ваша проблема, это не только ваша какие-то, это именно родовая штука такая вот серьезная, программа родовая, от которой вы освобождаетесь благодаря каким-то чистым, светлым чувствам. Это помогает вам, то есть ваш ресурс, какой-то внутренний потенциал раскрывают чистые, искренние чувства, которые еще и очищают вас от программы, негативной программы родовой. Так. Угу. Управление. Смотрите, ключ к управлению, да, ключ к освобождению вот этому лежит, опять же, в ваших чувствах. В том, чтобы вам нужно будет пройти, преодолеть какую-то закрытость от эмоций. Может быть, здесь нам говорится о том, что вот эта чистая любовь, чистые эмоции, искренние эмоции, многое вы не позволяли себе. Может быть, кто-то здесь принимал это как за слабость, проявление своих чувств, проявление любви, искренней такой, да, чистой, детской, мне хочется сказать, любви. Но кто-то здесь принимать мог это за слабость, и поэтому пытался всячески это скрыть, контролировать, пытался, действительно запрятать это глубоко внутри. Но ключ к освобождению лежит через то, что вы научитесь чувствовать это, научитесь этим не стесняться своих чувств, не стесняться своих эмоций, да, а управлять ими, не прятать их, а демонстрировать их, заявлять о каких-то своих желаниях. Сейчас. Да. Понимаете, здесь действительно о том, что здесь вот более открытыми, более чистыми именно искренность нужна. Об искренности идет речь, о том, что есть такой, может быть, действительно важный человек будет у вас сейчас, от которого вам захочется спрятать свои искренние чувства, искренние эмоции. Но этого делать не нужно, потому что этот человек важный для вас, и потому что вот это и есть вот тот самый урок, через который и идет освобождение. То есть проявление своих эмоций, проявление своей любви, своих чувств, позволение себе чувствовать, позволение себе любить и быть искренними, как в детстве. Это правильно для вас, да? Это для вас правильно, это для вас истинно.
в какой-то, знаете, детской простоте есть большая мудрость. В какой-то детской простоте есть большая мудрость для вас. Потому что скрытость, ваша вот закрытость, когда вы прячете свои эмоции, когда вы пытаетесь их контролировать и от них отказываться, ни к чему хорошему ни вас, ни ваш род прежде не приводила. Не приводила. Да, вы были очень закрыты. Ну, из этого сценария, да, пришло время выходить. Пришло время выходить из этого сценария. И опять же нам говорится о том, что дорогу, так скажем, чувственным каким-то своим аспектом давать. То есть сюда же идет у нас интуиция, сюда же идет вот этот вот то, чтобы вы услышали себя, внутренний свой голос, что вам ваше сердце говорит, что вам подсказывает ваша душа. Вы не только позволяйте себе чувствовать какие-то эмоции, позволяйте себе какие-то чувства какому-то человеку, если для кого-то это именно вот загвоздка в этом. Вы не только это позволяете себе, но вы еще и налаживаете мост со своей душой, со своим внутренним я, да, вот, это помогает вам, получается, слышать себя лучше. Так. Да, вашу интуицию, как я уже сказала, ваша интуиция, да, раскрывается здесь, потому что вы начинаете лучше себя слышать, вы учитесь себя слышать. Вот именно здесь и есть для кого-то, да, что вы из-за того, что закрылись от каких-то чувств, от каких-то эмоций, может быть, боялись, что будет больно, может быть, действительно, когда я уже сказала, что проявление чувств – это как показать свою слабость. Через это вы и как будто бы... Вот это очень тесно связано, интуиция и чувство, да, вот именно эмпатия какая-то, когда вы открыты своими эмоциями, когда вы вот действительно как ребенок, да, открыты. Это очень-очень взаимосвязано все. Нельзя развить свою интуицию, при этом держа свои какие-то под контролем, вот таким большим, то есть не то чтобы под контролем это понятно, а под каким-то гнетом, то есть не позволять проявлять своих эмоций там, где им нужно проявиться, да, вот это очень тесно связано, не позволяя своим эмоциям быть, вы и свою интуицию глушите, потому что вот это одно без другого как будто бы здесь не может существовать. Здесь все идет в гармонии. Вот здесь очень важно, по второй позиции, здесь для человека очень важна связь с... То есть для любого человека важна, но сейчас вот для вас либо эта связь как-то была потеряна, утеряна как-то, либо... Вот вам нужно наладить связь со своей душой. Действительно, кто-то вот мог, как что-то могло произойти, что для вас, что вы перестали себя слышать. И вот через то, что сейчас пытаются вас раскачать эмоционально, это для того, чтобы вернуть вас к себе, вернуть вас к тому, что вы слышите, что вы на одной волне, так скажем, с высшими силами, что вы себя слышите, свою душу слышите и идете по пути своей души. Если здесь все-таки люди какие-то, которые вызывают в вас эти чувства, то позвольте этим чувствам быть, позвольте этому общению быть, потому что это очень-очень важно для вас, для дальнейшего вашего пути. Особенно для тех, кто занимается эзотерикой, то здесь это какой-то новый уровень. И еще здесь мог быть такой момент, что у вас из-за какой-то ситуации негативной могло что-то закрыться. То есть вы плохо слышали, либо вы запутались, вы поняли сами, что вы запутались, вы как будто перестали доверять тем ответам, которые к вам приходят, вы перестали им доверять в какой-то момент, да, вот, может быть, это был не очень продолжительный у кого-то период, вы перестали как будто бы ощущать вот эту вот энергию,
потому что что-то нехорошее произошло. Но, опять же, благодаря тому, что какая-то любовь искренняя, искренние чистые чувства к вам сейчас приходят в вашу жизнь, да, то здесь идет и раскрытие снова этого канала, прочистка, какая-то очистка, очищение этого канала, возобновление этого канала. Ну и смотрите, здесь очень это важно для вас, потому что здесь, если вы занимаетесь эзотерикой, то это может действительно вам приносить доход. И для вас это действительно важно, чтобы все было хорошо у вас, чтобы все было очищено. Ну и, как я уже сказала, что здесь проходит чистка от каких-то родовых сценариев, да, от родовых тяжелых программ. Может быть, проходя через эту чистку, да, так скажем, вы переживали не самый лучший период. То есть какие-то были сложные этапы, сложные ситуации, которые вас, может быть, заставили в какой-то момент неверие себе ввели. Вот. Но в любом случае ключ ко всему здесь какой? Здесь искренние эмоции, искренние чувства, то, что помогает вам раскрыть и очиститься. То, что помогает вам раскрыть ваш внутренний потенциал, новый уровень интуиции развить, и еще и очиститься от старой какой-то родовой программы, нехорошей родовой программы, от которой вы уже дальше пойдете, в общем-то, освобожденными. Освободитесь сами, освободите, в общем-то, свой весь род от этой программы нехорошей. Все-таки контроль каких-то чувств, контроль эмоций и вот холодность какая-то излишняя, подозрительность, возможно, рациональность, даже там, где нужно было довериться своей интуиции, да, если она была в приоритете. Вот так вот здесь. Благодарю вас за просмотр. Так, третий вариант. Ваш внутренний ресурс, который сейчас раскрывается. Так, сила, доверие. Угу. Так. Угу. Смотрите, здесь идет у вас, опять же, сила, раскрытие вот какой-то вот прямо стабильности, уверенности, может быть, связи с землей, да, связи с землей, с тем, что с каким-то вот земным эгрегором, что каким-то, я не знаю, не эгрегором, а вот с какими-то земными силами, с родовыми какими-то силами идет раскрытие, очень мощное что-то, но эта распаковка идет через какую-то негативную ситуацию, которая вас огорчила когда-то. Через это идет. Эта ситуация была неприятной, болезненной, очень болезненной, возможно, связанной с каким-то человеком, да, но она помогла дать толчок развитию вашей вот этой вот энергии, силы, земной, какой-то уверенности, стабильности в том, что когда вы действительно уверены в своих силах, вы действительно уверены в том, что вы непоколебимы, вы как будто как скала становитесь вот таким вот. Ну и при этом, что, смотрите, здесь вы, опять же, идет речь о каких-то творческих моментах. Уверенность в себе здесь появляется, большая уверенность в себе, которая прежде, ну так скажем, вам была не присуща. Развитие ваших творческих способностей. Какой-то такой вот
вдохновенный какой-то поток идет, да, но это вот все очень уверенно, это не какое-то вот что-то эфемерное, это очень уверенное, очень надежное, стабильное для вас. Какое-то вот ваше преображение, которое запускается через болезненную ситуацию. Уверенность, крепость вам дает. Новые творческие идеи вам дает. Новые творческие идеи. В чем было? Да, и смотрите, освобождение идет от ваших заблуждений. От ваших заблуждений. Вы не видели верного пути. Вы не видели верного пути. Вы не знали, как поступить в чем-то, да? Может быть, эта ситуация раскрыла. Какая ситуация раскрыла? Толчок. Понимаете, дает толчок к правильному, верному пути вот эта вот болезненная какая-то ситуация, которую, я так понимаю, что вы уже прошли. Да, она уже произошла, она была внезапная, очень вас могла подкосить. Очень, ну, смотрите, у каждого свой масштаб мог. Здесь у кого-то это прямо... Это прямо-таки могла быть потеря какая-то, может быть, какого-то близкого для вас человека потеря, очень тяжелая для вас потеря, неожиданная, внезапная, абсолютно как вот внезапная. Эта ситуация дала большой толчок к вашему развитию, к тому, что вы почувствовали, чтобы вы нашли опору внутри себя, то, что оно как будто бы непоколебимо будет с вами, то, что вы вот в себе нашли силу, какую-то, да, и благодаря этому вы нашли какой-то верный свой путь. Благодаря тому, что вот эта ситуация негативная произошла, вы нашли выход, то есть вы избавились от заблуждений, от ненужного чего-то, и сделали верный выбор какой-то, то есть идете по пути своей души, по пути истинному своему идете. Но, опять же, через болезненный момент какой-то очень такой вот неприятный. У кого-то это, вот, как я сказала, могла быть потеря, у кого-то расставание, у кого-то как чье-то предательство могло произойти, быть, да. То есть это что-то связанное с отношениями между людьми и вот каким-то очень внезапным такой ситуацией, которая вас подкосила. Вот. И она дала вам толчок к тому, чтобы вы нашли опору внутри себя. И когда вы нашли опору внутри себя, когда вы, так скажем, почувствовали в себе какую-то уверенность, у вас и идет новые идеи, новые какие-то креативные, очень необычные идеи. Плюс еще какое-то доверие тому, что все будет хорошо. Вы не боитесь сами, так скажем, начинать что-то новое, что-то с нуля. Вы не боитесь начинать, потому что вы очень уверены в своей победе, в своем пути, в том, что у вас все получится. Закладка на будущее идет здесь у вас, то есть здесь раскрывается вот такая сила. Так. Сейчас. Что, не надо мне сейчас говорить? Так, смотрите. Вот это вот момент того, что вы нашли опору в себе, да, вы находите опору в себе. Вот эта вот сила распаковывается в вас, раскрывается. Вы находите верное решение, следуйте по своему пути, не боитесь что-либо начинать. Она идет каким моментом? Тем, что вы идете в развитие, в какие-то новые дела, новые идеи у вас рождаются, какой-то вот рост стабильный, хороший идет по вашей работе, по вашей деятельности какому-то вашему истинному пути. Может быть, вы начинаете дело своей души, да, работаете именно там, где нужно, да, занимаетесь именно тем, чем нужно. И вы как будто бы полагаетесь на себя.
Ну, что здесь идет? Здесь идет момент того, что идет какая-то закладка на какие-то, для кого-то, так скажем, не для всех, не для всех. Для части смотрящих это идет еще плюс к тому, что вы уверены в себе, в том, что вы начинаете что-то новое, что вы идете, побеждаете, да, вы наконец-таки нашли свой путь, выбрали что-то верное, правильно. Плюс тут еще и для кого-то и будет встреча с с кем-то судьбоносная, да, с каким-то партнером, с человеком, с которым вы сможете чувствовать себя хорошо, уверенно и действительно как за каменной стеной. Но, смотрите, это для женщин, да, как за каменной стеной. Для мужчины это, естественно, какая-то надежная женщина, надежный партнер для вас. Но что здесь, о чем здесь идет речь? О том, что я не должна, так скажем, вам это говорить, то есть я спросила мне что-то не говорить, мне сказали, можно сказать, но с одной поправкой. Сказать с тем, чтобы вы на это внимание, то есть вы этого не ждали. Сейчас важно именно ваш путь, ваше развитие, ваша деятельность. То есть через вот эту вашу деятельность может прийти какой-то стабильный, надежный человек. Почему я вообще об этом начала спрашивать? Потому что здесь вышли вот эти карты, которые указывают мне на то, что на какие-то отношения, понимаете, очень важные. Но как будто бы это сейчас здесь не в приоритете. В приоритете то, что вы нашли опору в себе, вы поверили в свои силы, вы становитесь сильными, уверенными в себе, уверенными в своем пути, в верности своего пути. И вот вам сейчас нужно идти по своему пути. Потому что то, что, так скажем, эта встреча, она будет, да, когда вот вы, то есть чтобы вы не фокусировались на этом, чтобы вы держали фокус внимания лично на себе, лично на своих, на раскрытии себя. То есть вот здесь еще на саморазвитии, на том, чтобы вы познавали себя и шли все-таки вот по велению вашего сердца. Потому что что-то для вас было закрыто, какая-то дорога, вы не знали, как поступить, да, вы не знали, вы не могли найти верного решения. Но верное решение приходит после вот этой ситуации, которую вы проживаете тяжелую, и получается, опору в себе находите. Вы уже начинаете что-то новое, то есть это какой-то новый путь, это не что-то, так скажем, где вы уже ходили, где вы уже шли. Нет, это что-то новое. Вы начинаете с нуля, как будто бы что-то, но очень успешно начинаете. И вот туда сейчас направлены ваши все силы, все ваше внимание. То есть вот это вот ресурс весь, все ваше раскрытие идет туда. То есть здесь вы встаете на ноги, здесь вы обретаете какую-то опору внутри себя, очень важное, очень ценное что-то для себя. Вы обретаете и раскрываете свой истинный путь, раскрываете путь своей души. В общем-то, вот так вот здесь. Такая здесь информация у нас по третьей позиции. Благодарю вас за просмотр. Желаю вам всего доброго. Спасибо вам большое за ваши комментарии, за лайки, за подписки. Огромная вам благодарность. То, что вы пишете, что понимаете, о чем я говорю, потому что это очень важно. Иногда мне кажется, что я говорю и вообще ничего не понятно. Но благодаря тому, что вы пишете, спасибо вам за это большое. Я понимаю, что кому-то действительно это помогает, кому-то это нужно. Желаю вам всего самого хорошего. До новых встреч!